Further in this study about the Mount Sinai, where is the real Mount Sinai? Что касается горы Синая, давайте немножечко еще больше поговорим о том, где же она все-таки располагается. Now, somebody says, well, I don't really see the point of this. Кто-то может сказать, я вообще не вижу смысла во всем. And it really will not make a huge impact on our faith. И правда в том, что нахождение конкретной горы Синай не меняет нашу веру. We believe the story, Мы верим в эту историю. but it's also very exciting to me to see guys who will go and even in dangerous situations and try to find out the truth of where locations are Но found. для меня вот большим ободрением есть, что есть такие люди, которые даже вот в лице опасности все равно ищут, где может находиться это вот настоящее расположение того или иного артефакта. To go into the area of Saudi Arabia, where this is, Например, вот приезжая в Саудовскую Аравию, где все это располагается, this area is highly protected. эта местность очень защищаемая и Most охраняемая. people cannot get in there. Большинство людей не имеют доступа к этой If территории. they do get in there Если они попадают на эту and территорию, take pictures и and they're caught, фотографируют и их they will end up in находят, jail то в конце концов они очутятся в тюрьме. and their photographs and stuff will be confiscated. Ну а фотографии и все, что вот им принадлежало, будет Now. конфисковано. Larry Williams, that wrote that book, he Larry has Williams. gone in there, Который написал эту книгу, он был в этой местности. and there have been others that have gone in there. Были и другие люди, которые побывали на этой территории. We've mentioned to you Ron Wyatt. Мы с вами уже говорили о Роне Уайете. Ron Wyatt went in there with his son. Рон Уайет там They был took a со lot of своим pictures. сыном. They were caught. Они много чего фотографировали, They spent но about a month in jail in Saudi Arabia. их там нашли, словили, и вот где-то месяц они просидели в тюрьме в Саудовской Аравии. And their camera and their pictures were Ну и, confiscated. соответственно, как камера, так и фотографии на камере были забраны. Now, he did get out with some pictures. Хотя, на самом деле, вот несколько So he's had фотографий some он pictures. все-таки сохранил. То And есть, some of the pictures that I have on this presentation are from from him. И вот некоторые из тех фотографий, которые вы увидите в этой презентации, это его фотографии. Now, there's some things though that have maybe clarified some things in my mind. Но есть некоторые вещи, вот некоторые аспекты, которые мне помогли немножечко лучше разобраться. If you read the Bible and study the Bible, Если читать Писание и изучать его, you'll notice that sometimes this mountain is called Mount Sinai. вы заметите, что иногда эта гора называется гора Синай. Sometimes it's called Horeb. Иногда, говоря об этой горе, она называется Харим. And I've often wondered, well, why the two different names Я всегда задавался вопросом, of basically the почему same mountain? одна гора, а два названия. Well, this is one of those pictures that was taken, Вот одна из фотографий, которые были сделаны. and they did get it out. И вот те фотографии, которые можно было все-таки сохранить. And there are two peaks here, И мы видим два пика, very near each other. которые располагаются очень близко один к другому. One was called Sinai, Одна гора называлась This peak Синай, and this one was called Horeb. а вторая гора Харим. But they're in the same location, and this is where God gave the Ten Commandments. Но они находятся вот в одной местности, это то место, где Бог дал 10 заповедей. And there were several other things that happened at this mountain. И было несколько еще вещей, которые произошли вот на этой горе. Remember, Elijah went down to this mountain for a while. Если вы помните, He was hiding in a cave. Илия прятался в пещере вот здесь, на этой горе. That's another problem with this Sinai. Опять же, вот возникает проблема с месторасположением Синая на Аравийском полуострове. They've not found a cave. Там не нашли пещеры. So that's, again, evidence against that being the real Mount Sinai. Что опять же является свидетельством против месторасположения Синая на Аравийском At полуострове. this other location, there is a cave. Вот если брать эту гору Синай, And we'll show you a picture of it in a few moments. там есть в ней пещера. И вот мы увидим фотографии ее буквально через несколько минут. Now, one of the things that the Bible states, it talks about a fire being upon on the mountain. Еще, если вы помните, в Библии, когда говорится вот об этой горе, говорится о том, что когда Бог сошел огонь. Again, the other Mount Sinai, there's no evidence of
of a fire being on the mountain. Но вот что касается вот этой первой горы Синай, традиционной горы Синай, то там нет остатков, то есть нет свидетельств о том, что когда-либо там был огонь. But you see this darkened area on this mountain? Но вот если вы видите вот пик одной из гор, And it's even clearer on this точнее, вот он темнее почва, чем... The guys that have gone up there and looked at that says that it's obvious that there was a very, very intense heat on that mountain. Люди, которые поднимались на эту гору, говорят, что есть много свидетельств того, что в определенный период времени на эту гору повлиял очень сильный огонь, очень большая температура. But it's not a volcanic mountain. Но это не вулканическая гора. So it was like the heat came from somewhere То есть and was very получается, что intense on the mountain for a while. вот эта высокая температура, она исходила откуда-то из другого источника и повлияла на гору достаточно долгий период времени. And that was on the Sinai peak, which again would correspond with what the Bible says. Вот это пик горы Синай, и это соответствовало тому, что говорит Библия. Not only that, at this area, especially where the Sinai peak is found, Более того, вот в той местности, где была найдена гора Синай и пик горы Синай, there have been a number of other things that have been found. было найдено и много других артефактов. Of course, Exodus chapter 19, 18 through 20 talks about the blackened summit. И вот в Исходе в 19 главе 18-28 говорится о обуглившемся верхушке горы. The Bible tells about Aaron and Nadab and Abihu and 70 elders stood while Moses ascended the mount in Exodus 24, verses 1 through 11. And there's a location that they probably could have stood to do that while he did that. В Исходе 26, 24, 1 по 11 говорится о том, что Аарон, Надав и Авиуд все стояли и смотрели, как Моисей поднимается на гору. И опять же, у подножия горы есть вот достаточно территории для того, чтобы разместить этих людей. The Bible in Exodus 33:22 talks about a cleft in the rock. В Исходе 33:23 говорится также об расколе в горе. It talks about cave, Elijah's cave, 1 Kings 19, 8 through 9. И в Третьем Царстве 19:8 по 9 говорится о пещере, в которой прятался Илия. Talks about a tree growing between two boulders. И также говорится о дереве, растущем между двумя горами. And they also found at this location an altar that could have been the altar erected by Moses that's mentioned in Exodus 20. И также в этой местности нашли вот, такую структуру, которая похожа на алтарь. Скорее всего, алтарь, который был установлен Моисеем. Это Исход 20 глава, 24 по 26. And around the mountain they have found boundary markers that the Bible describes as set by Moses around the mountain. И вокруг горы также нашли вот остатки ограждения, которые, как мы читаем в Библии, что было установлено ограждение вокруг горы. That said the people were not to go Чтобы past люди these boundary не markers заходили toward the за mountain. это ограждение, приближаясь к горе. And there were also have been found some pillars И that также are hand-hewn by men, были найдены столпы, которые были вырезблены человеком. and these are described in Exodus 24, verse 4. Об этом говорится в Исходе 24 главе 4 стихе. And they found outside of this area, southeast, to a place where there was an altar that is believed to be where the golden calf Ну и was located. также нашли вот недалеко от этой местности на юго-восток алтарь, на котором, скорее всего, приносили жертву вот этому золотому тельцу. So when you read the Bible account, you would think, okay, maybe there are some evidences or some things found that would be corresponding with what the Bible says. То есть вот когда читаешь описание библейское, начинаешь думать, что ну если все так происходило, то там в любом случае можно найти какие-то свидетельства этих событий. You would even think that there would be some kind of artifacts in this area. И вот, ну, можно предположить, что там в этой местности можно найти какие-то артефакты.
Well, here's a picture of some of the artifacts that have been found and located in this area. Вот фотографии артефактов, которые были найдены в этой местности. Pieces of broken pottery and even complete pottery that has been found. Остатки как сосудов глиняных разбитых, так и сосуды глиняные не разбитые, то есть в целом состоянии. All it does is give evidence that at some point there was a large group of people that were located in this area for a period of time. И вот для чего мы об этом говорим? Потому что это доказывает нам еще раз, что на протяжении какого-то времени группа людей находилась в этой местности. Now, there's a very interesting man that has done extensive work and looking at this area. И есть один очень необычный человек, который вот, в этой местности очень много чего имел возможность рассмотреть и изучить. His name is Dr. David Kim. Зовут его доктор Дэвид Ким. For 16 years, he was the personal physician for the Prince of Saudi Arabia. На протяжении 16 лет он был личным доктором принца Саудовской Аравии. He is also a believer. Кроме всего прочего, он верующий, то есть он христианин. Because he was the physician, personal physician of the Prince of Saudi Arabia, Но так как он he was given является free rein to go and look all over this place. личным доктором принца Саудовской Аравии, у него есть свобода путешествовать по всей стране и рассматривать все, что он захочет. There is a video that Dr. Kim has put up on YouTube as well, И вот есть даже видео, которое доктор Ким снял и загрузил в where he YouTube, talks about a lot of the things that he found. где он рассказывает о множестве вещей, которые он сам нашел. I think it was Dr. Kim that actually was able to dig up and find some of this pottery and И вот те вот That глиняные kind of сосуды, stuff. которые вы видели, скорее всего, если я не ошибаюсь, это доктор Ким нашел их. this is just a picture of him sitting on a rock, and he's just pointing out to us, here is something carved into the stone there. It's actually a menorah, И вот which вы видите, что здесь доктор Ким сидит на камне, и вот фотография его, и он показывает что-то, что он нашел на камне. Там на камне вырезана минора. which indicates there one time there were Jews that had been there. Ну, как минимум, это показывает, что вот на какое-то время на этой территории находились иудеи. It's not to say the original Israelites put that there, Мы не говорим, что вот израильтяне, которые вышли из Египта, нарисовали там минор. but probably somebody else come along, looking at the site, put that there later on. Но кто-то, кто приезжал сюда, рассматривая эту местность, вот вырезал там минор. But there have been others that have believed that this was the site of the real Mount Sinai. Ну и опять же, многие люди верят, что вот эта местность является настоящей местностью горы Синай. Well, let's look at some of the other things that they have discovered. И еще давайте рассмотрим те вещи, которые были найдены. At this area where this Jabal al-Lawz is, there is a cave, В этой местности, вот на горе Джабал-Ал-Лоз, есть пещера, which is consistent with the idea of Elijah going to a cave on Mount Sinai. что соответствует идее того, что Илия мог здесь прятаться, когда прятался в горе Синай. This is a picture taken from out of the cave or inside the cave, looking out. Из пещеры, когда смотришь на местность. I've been able to go to the internet and find these guys that have gone there and found pictures that they have taken. И вот мне повезло, то есть в интернете я много чего нашел. Нашел фотографии тех людей, которые приезжали в эту местность и могли для себя сфотографировать что-то. Here's a picture of some of the pillars that have been found that have been hand-hewn by men. Вот фотография тех столпов, которые были найдены, которые были вырезаны человеком. And that's a closer-up one of it. When you think of a pillar, a lot of times I think of something very high, but these are just small. Столб, то я вот обычно представляю себе что-то очень высокое, но вот эти столбы очень маленькие. But they did find these there, and it was obvious that there had been people that had been there to cut these. Но опять же, они были найдены в этой местности, и они не природной формы. То есть это говорит опять же о том, что когда-то там были люди, которые их вырезали. Another thing that they found here is they found in this particular area a lot of these what are called acacia trees. И здесь, в этой местности, растет очень много акаций. And if you read the book of Exodus, you'll find that acacia wood was the wood that God
asked them to make the Ark of the Covenant out of. И вот если читать книгу Исход, то вы отметите себе, что Бог приказал, чтобы ковчег завета был сделан из дерева ситин или акация. So there's wood that could be used to build that Ark of the Covenant. То есть вот это та древесина, которая использовалась для построения ковчега завета. Of course, then the wood was covered with gold. Ну а потом древесину обкладывали золотом. And another thing that had been found there is that there was a very large altar that was there, and it's believed to be that this was the altar where they put the golden calf. И также вот нашли там большой алтарь для жертвенник, и считают, что это тот жертвенник, который поставили перед золотым тельцом. Exodus 32 verse 5 Исход 32:5 talks about this altar. говорится там об этом жертвеннике. And one of the things that they have found on this altar, И также, что нашли на этом жертвеннике? there are graphics of an Egyptian-style horse or calf. No, I mean calf, not horse. И вот что там нашли? То есть там нашли изображение тельца, ну вот в стиле египетского нанесения изображения тельца. Now, that would again not be something that would have been put on there by the original Israelites that were Опять there. же, скорее всего, не те израильтяне, которые вышли из земли египетской, нарисовали его. But later on, somebody probably came there and said, "This is probably the place where the Но golden calf." кто-то на had протяжении been истории, placed. приходя сюда, вот, и зная об этом месте, нарисовали этого тельца в обозначение места жертвенника. This is just from the Cairo Museum, but a kind of Egyptian-style И вот approach для to того, чтобы drawing вам the calf. сравнить, вот видите, вот это изображение египетское тельца, а это нанесенное на камне. So what we have here is a great deal of evidence that indicates that this was probably where the real Mount Sinai was located. То есть к чему мы вообще все это говорим? Потому что на всех этих местах находится множество артефактов, свидетельствующие о том, где находится настоящая гора Синай. And again, the Apostle Paul in Galatians 4:25 says that it was in Arabia. Апостол Павел Галатам 4:25 говорит, что эта гора находится в Аравии. So they found a number of things. They found this place at Nueva where they probably would have stayed for just a few days while they were waiting for God to make it where they could cross the Red Sea. То есть вот нашли что? Нашли Ноэйбу, то есть то место, где они пережидали вот эти несколько дней, когда Господь развел, перед тем, как Господь развел воду и море. In the sea, they found chariot wheels and bones. Там же, рядом с этим местом, нашли колесницы, точнее колеса от колесниц и кости. At this Jebel El Laws, they found a burned peak plus many other artifacts that indicate that that was probably the real Mount Sinai. Запомните именно Джабал Аллот, потому что он очень пригодится. Но там нашли очень много артефактов, что касается подтверждения, что эта гора действительно является горой Синай. And of course, here's one a little bit better that's got it in. И вот еще одна фотография, точнее еще одна карта Джабал Ал-Лоз. Очень так сказать. Yeah, they need to know Jebel El Laws. That's right. Yeah. Это точно будет на тесте, но только запомните это название. В любом случае, вот карта немножечко лучше по качеству, чтобы вам увидеть, где что находится. Лозу. Now, one of the things, again, significant about this particular site Что еще примечательно относительно вот этого месторасположения? is that there was plenty of area there where a very, very large number of people could have camped. Опять же, там очень большая территория, то есть на этой территории можно разместить большое количество людей. Before the mountain, there was an area of about 5,000 acres of grass in front of the mountain peak.
возле горы, у подножия горы, около 5000 акров земли были свободны для расположения людей, то есть земли, покрытой травой. Sufficient for 3 million people. Туда можно было поместить To около camp 3 there. миллионов людей вот, для того, чтобы разбить лагерь. And of course the Bible describes the boundary markers, an altar, 12 pillars, and И вот опять же, там есть и все те вещи, о которых говорит Библия, вот эти разделительные pottery has ограждения, been found. потом столпы, плюс были найдены вот эти сосуды глиняные. So I believe that personally is the real Mount Sinai. То есть я лично считаю, что вот это действительно является горой Синай. Now if you go to the internet and you Google this, search, И если просто в Гугле вбить вот you'll find all kinds of different opinions about it. гора Синай, то можно посмотреть множество различных подходов и мнений в этом отношении. And some people will say, oh, this is not true at all. Некоторые люди говорят, да нет, это вообще неправда. Others will say, this is definitely the site of the Mount Sinai. Другие люди говорят, это 100% вот та самая гора. But there's some pretty good arguments as to why that is not true. Есть хорошие доводы того, что, скорее всего, вот гора вот здесь не является горой Синай в том смысле, в котором мы ее ищем. If this were the real Mount Sinai, Если бы эта гора была настоящей горой Синай, you would think there would be some kind of Midianite artifacts found there. то можно было бы предположить, none. что там были бы какие-то мадианские артефакты, но там ничего не нашли. So the evidence goes more toward Поэтому, исходя another из location. наличия артефактов и свидетельств, мы склоняемся к тому, что гора располагалась вот здесь. Now, another thing that has been found very close to this location Еще кое-что, что нашли очень близко к этому месторасположению, is this huge rock. это вот тот большой камень. Now, the Bible tells us about Moses and the people were thirsting for water, and he was told by God to strike the rock. И вот вы помните, что когда Моисей и люди возжаждали, то Господь говорит Моисею, удай по камню, Water would come forth. и оттуда истечет много воды. Do what? Что вы сказали? There's two different occasions. One where he was told to speak to the rock, where he was told to strike the rock. Вот там было два разных события. Один раз он должен был This is the поговорить rock камню, второй раз ударить по that they камню. have found. В любом случае, вот камень, который был найден. It's very, very large. It's got a split in the middle of it. Очень большой по размеру. В нем есть расселена. And geologists who have looked at it said there is evidence that for a period of time there were very, very large amounts of water that were coming from a source here. И геологи, которые рассматривали вот эту местность, сказали, что есть свидетельство того, что какой-то период времени по этим камням текла вода, и достаточно продолжительный период времени. The book of Psalms 105:41 says, He opened the rock and water flowed out. Псалом 106, 41 стих говорит, что он открыл камень и истекла вода. And some believe this is the rock that was opened up. И некоторые люди считают, что это как раз вот тот самый камень, который расселся, из него истекла вода. To show you how large it is, Для того, чтобы вы увидели, насколько You see those огромный figures of этот камень. Вот, people вот эти standing there. белые точки, это люди, которые стоят недалеко от камня. So, very large. То есть очень и очень большой. And, I couldn't look at this and say, I can tell there's been evidence of water there. То есть я, глядя вот сюда, не могу сказать точно, что там вот вижу, что вода здесь протекала. But like I said, there have been geologists that have looked at it and said, yes, there was at one point a large amount of water that was springing. Геологи, рассматривая эти тексты, скажут, что да, в какой-то период времени там текла вода, причем в больших количествах. So, another evidence. Еще одно свидетельство. Now then, we want to turn for a few moments to the city of Jericho. Давайте рассмотрим еще одну историю библейскую, это город Иерихон. The conquest of Jericho was under the direction of Joshua. Захват Иерихона был возглавлен Иисусом Навином. It's found in the book of Joshua. Это прочитать мы можем в книге Иисуса Навина.
And archaeologists have been able to confirm a lot of the things that the Bible describes. И археологи имели возможность подтвердить вот многое из того, что написано в Библии. Joshua chapter 2 through Joshua chapter 6. Книга Иисуса Навина со 2 по 6 главу It describes the fall of Jericho. описывает падение Иерихона. Talks about Israel marching around the city Говорится там о том, что израильтяне ходили вокруг города once a day for 7 days. однажды в день Or на 6 days. протяжении Then on the 7th day, 6 дней, а на marching 7-й around it день 7 times. вот они обходили город 7 раз. They have found and been excavating some of the parts of Jericho that would be believed to be dated back to the time that Joshua conquered the city. И был найден город, который считают Иерихоном, и датируется он теми временами, когда был Иисус Навин, когда он правил. And part of the evidence that they have found is they found that the walls fell outward. И вот что интересно, что нашли, что стены этого города, которые окружали его, они упали, но упали наружу. Now, if an army were coming against that walled city, То есть, если бы армия собралась против этих городских стен, they would have used battering rams, they would have used things that would catapult against the walls. для того, чтобы разбить городскую стену, нужно было бы осада, катапульты, которые бы все стены, если бы их разрушили вовнутрь. And you would think the walls would fall inward. То есть, логично было предположить, чтобы стены упали, если сила воздействия извне, то стена падает вовнутрь. But they've discovered in the excavations that there were great pieces and parts of the wall that fell outward, and it ended up giving like a bridge right into the city for the army of Israel. Раскопок было найдено, что большие части стены выпали наружу, что фактически сформировало бы вот такую природную рамку, чтобы зайти и захватить город. These are just some of the graphic drawings that have been made concerning their discoveries that show the collapse of the walls at Jericho going outward. Это графические изображения, которые были сделаны, то есть чтобы показать, что стены Иерихона пали наружу. And these kinds of ramps that ended up showing that the Israelites could go easily into the city. И появились рампы, которые фактически стали вот входом для израильтян в город. These are pictures of walls of a large walled city. Вот на первой картинке мы видим стены, очень толстые стены городские. And they show many containers that were found of grain. Также на территории было найдено очень много сосудов для хранения зерна. And these containers of grain would fit the narrative, again, of the Bible, because the Bible talks about them going in at a time when the harvest would already be taken. Опять же, это было бы очень подходящим, то есть под библейское описание, потому что говорится, что они захватили город во времена жатвы. They've also found that there was a major section of housing that remained. Также они нашли вот очень большие территории, где сохранились дома в том виде, в котором они были. And they showed layers of intense burning. И также нашли целые прослойки сгоревшей почвы, сгоревших материалов. Now, what would usually happen as cities like this were conquered, the people would come in and then burn the city. Когда такие Those города parts that could be burned. были захвачены, то обычно город после того, как забиралось все, что можно было говорить, сжигался. So what I'm saying is that when they discovered, and as they've been uncovering parts of Jericho, they found that the scenario of what happened at Jericho fits perfectly with the type of war that took place during that time and what the Bible says Рассматривая would happen. то, что было найдено, пришли к выводу, что тип войны, который происходил, и вот те события, которые произошли, скорее всего, в этом городе, очень соответствуют тому, что описывает Библия. One of the things that I meant to tell you about one of these previous slides, this particular section of wall,
Вот что, опять же, я хотела вам рассказать. То есть, когда вот в предыдущем слайде, вот эта часть стены was uncovered by a group of archaeologists under the direction of a woman archaeologist by the name of Catherine Kinman. Было найдено от группы археологов под предводительством женщины-археолога, которую звали Кэтрин Кинмен. Her father was for many, many years the curator of the British Museum. Ее отец долгие годы был куратором или директором британского музея. When her father retired, she became the curator of the Когда British ее Museum. отец вышел на пенсию, она становится директором британского музея. But she had been on numerous different excavations, and Jericho was one of those excavations that she was involved with. За свою жизнь она приняла участие во многих раскопках, и вот Иерихон один из тех городов, которые она раскопала. Now, the next slide shows something that happened when as the Israelites ended up going from Jericho. One of the places they also went was a place called Hazor. Также, вот что я хотела вам показать, что когда израильтяне двинулись от Иерихона, они прошли через город под названием Хазор. They have discovered, of course, the ruins of Hazor as well. Остатки этого города тоже были найдены. And the evidence also fits perfectly with the warfare that was taking place at the time. И свидетельство того, что было найдено, очень подходит под описание военных действий, которые происходили такими, какими они были в те времена. They have found pottery there that also are not pottery, but tablets with the cuneiform type tablets that describe also the exact same thing as to what happened in Joshua chapter 11. Там нашли также вот остатки клинописных табличек, где описывается то же самое, что вот говорится в книге Иисуса Навина. And evidence concerning the one who was the king of Hazor by the name of Jabin that's mentioned in the Bible. И вот говорится, что Иовин, царь Ассорский, то есть город называется Ассор, Хазор. You just constantly are going along and finding more and more evidence. И вот чем больше раскапывая, тем больше находят свидетельств. That connects with the biblical narrative and finding people that are connected with the biblical narrative on objects that are outside of the Bible text itself. Свидетельств относительно того, о чем говорит Библия, людей, о которых говорит Библия, вне библейской, то есть не в библейской литературе находится все. Now, again, we're going to go back here for a few moments to a map of the Nile River. Еще на несколько минут мы с вами вернемся к карте реки Нил. Cairo is right down here. Каир находится здесь. You remember there was something that happened at a place called Beni Hassan. What was found at Beni Hassan? Если вы помните, что-то было найдено в месте под названием Бени Хасан. Что это было? Вспомните, пожалуйста. Some artifacts. Some artifacts? Артефакты какие? Кумранский. No? Нет, Кумран это отдельное место. No. Remember we talked about the tomb of a governor there? Мы с вами... And there were pictures inside the tomb showing them Да, гробница. that they had stopped counting the grain during the time of Joseph. Ну вот давайте вспомним. Там нашли гробницу правителя египетского, то есть фараона, где изображение на стенах говорило о том, что было зерна так много, что они перестали его считать. That was at Beni Hassan. You might ought to remember that. Это было в Бени Хасан. Пожалуйста, запомните это название. Was located at Beni Hassan. То есть вот что там было расположено, что это за название города. Now, also you'll notice on this side of the river, and this side happens to be the desert side of the river. Если вы заметили, вот река разделяет территорию, и вот одна из сторон это пустынная сторона. Where there are a lot of the pyramids and where a lot of the kings were buried. И как раз на пустынной стороне располагается большинство пирамид, и там погребались большинство царей. Of course, probably the most famous pyramids are the pyramids of Giza. Конечно же, самые известные пирамиды That's where это Giza is located. Гизы, вот находится здесь Гиза. There's a very old pyramid that's located here. Есть очень древняя пирамида, которая располагается здесь.
But on up the Nile a little bit further is a place they call Tel El Amarna. Но вот также, наверное, вверх по Нилу есть такой город, который называется Тель-эль-Амарна. Тоже надо запомнить. Now what they discovered at Tel El Amarna, again, was a large library. Что нашли в Тель-эль-Амарне? Там нашли огромную библиотеку. That contained a lot of these letters that were done in the baked clay. И в библиотеке этой нашли очень много письмен, которые были запечатлены клинописью на запеченных табличках. This particular letter was one that was found that had been written and sent down to Pharaoh. Вот это конкретное письмо было написано и послано фараону. It was probably written about the time of Joshua. Написано оно было примерно во времена Иисуса Навина. And it's a letter containing a plea to please send the armies of Egypt to protect us from the nomadic invaders called Apairu. И вот в этом письме содержится просьба послать египетскую армию, чтобы защитить от номадских племен, которые называются Апир. And this is what they would be probably calling the Hebrews coming there under Joshua. Скорее всего, так называли евреев, которые приходили захватить под предводительством Иисуса Навина. But they were pleading for help from Pharaoh. Но вот те, кто послали это письмо, они просили помощи у фараона. So another artifact that connects to that period of time. Еще один артефакт, который тоже вот связан с этим периодом времени. Now, we move a little bit further and we find some other interesting things that happen within the lives of people who are skeptics. Дальше, рассматривая все эти вещи, мы наблюдаем и то, что происходит с людьми, которые по жизни своей считали себя скептиками. One of the things that they've been skeptical about is there any evidence of a Hebrew king outside the Bible called David? Многие скептики говорили, а есть ли свидетельство о таком еврейском царе, о котором в Библии очень много говорится, которого зовут Давид, но только не в Библии свидетельство. People who don't believe the Bible would like to just say, no, this is just some made-up story in the Bible. Люди, которые не верят в Библию, они говорят о том, что это просто выдуманная история, еще одна из историй Библии. Although David was a very significant figure in the Old Testament, хотя Давид и был очень значимой фигурой в Ветхом Завете, well, another artifact that was found был найден артефакт. Was a stone И это камень, in which it describes David, в котором or the house of описывается David. Давид или дом Давида. Avram Baran and his team of archaeologists found a remarkable inscription Авраам Байран и его команда археологов нашли удивительную надпись. from the 9th century BC that refers both to the house of David and to the king of Israel. Нашли очень важную запись, датирующуюся 9 веком до нашей эры, где говорится о доме Давида и о царе Израиля. This was the first time that the name of David has been found in any ancient inscription outside the Bible. И это первое место, где было найдено имя Давида или что-то о Давиде в рукописях или в письмах, не связанных с Библией. But again, it began to say to people that were skeptical, oh, here is outside evidence that this man did live and he was a king of Israel. Это случай, когда скептики получили ответ на свои сомнения, что вот свидетельство того, что был человек, который был царем Израиля, и звали его Давид. In more recent years, they have even found some of what they believe was David's home. И вот недавно буквально были найдены такие вещи, то есть вот то, что считают домом Давида. And much more evidence concerning David. Ну и гораздо больше свидетельств относительно самого Давида. But I want to pause here just a second to show you or tell you something that often happens. И вот я бы хотела немножечко
приостановиться и поговорить о том, вот что очень часто происходит. And you just want to say, thank you, Lord, for doing this. И хочется просто сказать спасибо, Господи, за то, что ты так делаешь. Invariably, when the critics become very loud and strong and say, oh, there's no evidence of this anywhere. Вот зачастую, когда критики особенно обрушиваются на какой-то факт и говорят, что нет свидетельств того, что так происходило, The Lord will provide something that says, you're wrong. Господь показывает что-то, что говорит им о том, что вы не правы. Through a lot of the archaeologists. Через археологов, через находки. And the information about the Bible just becomes stronger and stronger and stronger and stronger and higher. И вот информация, относящаяся к Библии, становится более и более сильной и более высокой. Somebody told a story about an Irishman that he didn't like his neighbor. Кто-то рассказывал историю об одном ирландце, который не очень любил своего соседа. So he decided that he would build a fence. И он решил построить забор. He built the fence and the neighbor knocked it down. Вот он построил забор, а сосед пришел и его повалил. So he built a little bit stronger fence. И вот этот ирландец упорно взялся и построил еще более сильный забор. And the neighbor knocked it down. И опять сосед его сносит. So he thought, aha, I've got an idea. Он думает, ну, я придумал. I will build me a fence. Я построю такой забор, And this time, if the neighbor tries to push it over, что если сейчас сосед попытается его повалить, he will be in for a big surprise. то для него это будет огромным сюрпризом. The surprise that he will have is that I will build the fence 4 feet tall, А сюрприз какой будет, что я построю забор примерно чуть-чуть выше метра, and 5 feet wide. но зато 5 метров в ширину. If he turns it over, it will be higher То есть, after he turns it если over. он попытается его завалить, то он еще выше станет, как после того, как он его завалит. Now, I tell that story simply to say that very often the skeptics try to push over the fence. Я для чего это рассказываю? Потому что очень часто скептики пытаются вот такой забор создать и его как-то завалить. But God keeps providing us things with build it higher and higher and Но higher. Бог нам дает такие And proof. свидетельства, которые делают забор с другой This стороны ancient еще выше document и выше. То есть вот больше и больше Called the Bible доказательств, is very reliable. которые говорят о том, что Библия очень надежный документ. And when you discover things in it, you can trust it. И если вы что-то находите в Библии, то можно ей доверять. All right, I really want to stop right there today. Я бы And хотела сегодня на этом so we're going to закончить. stop a few minutes early. Поэтому сегодня мы немножко раньше пойдем на перемену. And tomorrow we'll continue from that point on, Ну, а завтра уже начнем вот с этого момента и далее. cover some more material. Поговорим больше о материале. What I would encourage you to do is to make sure you're writing notes and putting down these names and putting down some things that are relative to what I've talked about. Я бы And хотела trying вас to memorize попросить, those. пожалуйста, когда вы пишете свои конспекты, вы записывайте все имена, пытайтесь запомнить имена и события, которые с ними Because there связаны. is so much material Потому что материала очень-очень много. that it's easy to get confused. Настолько много, что очень легко запутаться. Just and not remember maybe things that have been associated Не with. вспомнить, там, что с чем связано, что такое. Just like Benny Hoskin. Вот как Бенни Хазм. That was a couple of days ago that we talked about that. Буквально пару дней назад мы об этом говорили. So, you have a question? Да, Бонифаза, там гробница, да? Ну да. Бенни Хазм, that was the tomb, right? Yes. Let me just go back and refresh your memory a second about it. И вам напомню вообще, о чем мы говорили. We were in our discussion about Well, it was Joseph. Joseph. Uh-huh. Pre-Joseph. Pre-Joseph. No. No, After right about. Joseph, because they were enslaved by them. Yeah. This was the tomb that was mentioned. Вот гробница Кнумхотепа в Бенни Хазм. Uh-huh. And the significant thing about that was Вот значимое здесь то, что that it was done in the time of Sistorus, построена была во времена Цисториса, and it gave inside it pictures of, well, this was one of the significant pictures. и вот внутри там были, ну вот фотография того, что значимо было найдено здесь. These guys are carrying grain, Эти люди на этой картинке переносят зерно, and he mentions that, и там говорится,
there was so much grain they quit counting it. Что было так много зерна, что его перестали считать. And that's what the Bible says. И то же самое говорит Библия. So, you know, I know this is difficult, especially there's just so much of it. Я понимаю, что сложно, потому что так много всего, много информации. I remember whenever I was in Sunset and I was taking a course like this, Я помню, что когда сам учился в Сансете, вот у меня тоже такой курс был. and I thought, man, this is kind of hard to remember all this stuff. Я думал, ну это вообще так сложно запомнить все это. But I personally was just fascinated by it. I thought, wow, Но look лично at мне all было of this evidence настолько интересно, потому in что relationship to the Old Testament. столько всех свидетельств есть This is в exciting. отношении с Ветхим Заветом. То есть So, это очень радостно для меня. You know, some people look at it more exciting than others. Ну вот просто для некоторых людей этот предмет Some более people look at, интересный, oh, для these are just a bunch некоторых of facts I've got to learn for a test. вот это просто куча фактов, которые надо на тест выучить. But I hope it means more to you than Но that. я надеюсь, что для вас это значимый факт. Дальше. Ага. Ну вот на примере, допустим, вот этой Well, гробницы, use да, this to там, as an example. Ага. место называется Бенни Хазен. The place is called Beni Hasan. И мы, допустим, должны знать как сказать, факт о том, что там нарисовано, что пшеницу перестали считать. Вы считаете? Достаточно ли? Или, например, Fact нужно that знать тоже название этой there гробницы. It shows that they stopped counting the grain, or should we know the name, like the full name of this tomb? Well, Like the tomb of Hadab. No, just know what happened there, or the significant thing that happened there. I don't expect you to know that name. То есть не обязательно знать, там, чья это была гробница, просто вот что значимо. Вот такая гробница и что там было. А вот еще, еще очень много какую информацию What other information should we know? нужно Well, знать? еще, а вот именно About that particular one, that's the most significant Вот что information. касается этой гробницы, это все, что нужно знать, только про зерно. А вот имена очень много он имен давал ученых каких-то, например, там геологи, Well, you want to give геологи. the names of geologists and archaeologists, do we need to know their names? Well, I'd look back at the test. I don't think so. I don't think so. I'm not concerned as much about the archaeologist as the discovery and the significance of the discovery. То есть для меня важно само открытие и значимость открытия, что оно нам рассказывает. А перечислить еще какие открытия? Could you list all Которые the нужно things that we should know and all the discoveries? Напомню. Just to remind us what we need to know for the Следующий. Well, Could you list all of them? I Well, maybe you can show us the test. yeah, maybe I should show you the test. Давайте тест вам покажу сразу. That would be helpful. Давай, да, вам точно поможет. You know, I at this point I couldn't just name you a list of all Вот of целый them. список я вам дать просто не могу. But take your notes. Вы смотрите в свои записи. Mark some things that you've Отметьте те been вещи, mentioned about a которые place, for example, Jericho. вот особенно в те места, в городах, как Ерихон. You know, what's the significant thing В чем about the значимость excavation of Ерихона? То Jericho? есть вот раскопки Ерихона, о чем мы узнаем? Стены вовнутрь. Well, that walls Наружу. That the walls fell out. outward. Yeah, that would be one. That would be Вот important. там. На улице. So, but again, I would recommend that you get together and maybe several of you work together to come up with a list of what you think might be possible on text. Вы можете все вместе собраться и вот можете вместе составить список для всех того, что можно Huge выучить. list, yeah. And again, when it comes to the test, Опять же, что касается теста,